Привет, Cover Project. Я Ира Маркман, дизайнер BHD Studio, и сегодня я приглашаю вас к себе в гости. Это дом в историческом центре Москвы на Рождественском бульваре, и он был когда-то построен по заказу семьи Ушковых. Это большой купеческий род. И есть разная информация о том, кто строил этот дом. Есть информация о том, что проект принадлежит Федору Шехтелю, но чаще встречается информация о том, что интерьерами этого дома занимался Шехтель. Площадь этой квартиры 140 квадратных метров. И я вначале покажу планировку, которую мы увидели, когда попали в эту квартиру. Как это часто бывает в дореволюционных домах, здесь есть два входа в квартиру: парадный и черный вход. Парадная часть квартиры устроена вдоль Рождественского бульвара. Окна второй части квартиры выходят во двор. Также после революции здесь были коммунальные квартиры, и комнат было очень много, и некоторые комнаты были разбиты на две части. Вот как, например, комната, которая сегодня служит нам гостиной, она была разбита стеной на две комнаты вместе с лепниной. Когда мы первый раз попали в квартиру, мы увидели зашитые проемы анфилады, точнее, мы понимали, что здесь есть проемы, которые мы раскрыли, и мне кажется, закрывать проемы анфилады – это такое преступление против человечества. С размещением мокрых зон в этой квартире все было значительно легче, чем часто это бывает, просто потому что под этой частью квартиры находятся нежилые помещения. Таким образом, вот в границах этого пространства мне нужно было выстроить два санузла, один с душевой, другой с ванной. И таким образом я стала счастливой обладательницей ванны с окном и с естественным светом с утра. Мы первое, что начали делать, мы приступили к реставрации именно потолка. Здесь работала большая команда реставраторов, и это, наверное, заняло у нас около года. Зачистка этих потолков слой за слоем, и работают они буквально зубными щетками, хотя у них, конечно, большой арсенал всех их орудий. И в итоге вот перед нами открылся этот живописный, совершенно роскошный потолок, который мы решили не закрывать краской, по крайней мере, первое время, и оставили всю эту живопись такой. Помимо потолочной лепнины мы восстановили окна. Мы заказали новые, но исторические, полностью воссозданные по тем окнам, которые здесь были. Нам очень повезло, у нас сохранились кремоны. На каких-то окнах они сохранились, на каких-то окнах нам пришлось отливать их заново. Но вот все теперь уже оригинальная фурнитура стоит на этих окнах. В жилых комнатах нет люстр, но это не особенное дизайнерское решение, а это вынужденная необходимость, просто потому что мы хотели сохранить лепнину и не могли ее штробить, чтобы тянуть провода.
Если вы живете в доме с исторической лепниной, это совершенно не означает, что вы должны отказаться от яркого современного дизайна. Я считаю, это две вещи, которые не противоречат друг другу. Таким образом, со мной из старой жизни в новую переехал мой любимый торшер Ettore Sottsass, и я его большая поклонница и большая поклонница всего творчества Memphis Group. Еще сюда приехала моя любимая настольная лампа и заняла свое место в гостиной. Еще один из предметов, который переехал со мной из прошлой жизни, это картина Лисы Жилкиной. И мне важно было разместить ее в своей спальне. От этого мы начали отталкиваться в цветовом решении. Я выбрала для нее нейтральные стены. Долго думала, что же это может быть. В итоге мне показалось, что если посадить ее на сталь, это будет идеальный вариант. Так и случилось. И поскольку мы имеем дело здесь с анфиладой, мне было очень важно понимание, какое будет следующее пространство и следующее. И я очень долго не могла придумать, как же будет решена гостиная. И, наконец, в какой-то момент меня осенило, что в противовес холодной гладкой стали это должны быть теплые стены, и я решила перетянуть панели тканью и выбрала именно желтый цвет. Вообще, должна сказать, что идеально к этой раскрывшейся уже к тому моменту лепнине подошел бы монохромное цветовое решение. Но поскольку здесь буду жить я понимала, что для меня абсолютно необходим цвет. И таким образом, после выбранного цвета стен в гостиной уже появился выбранный цвет стен в детской. Ну и я прекрасно понимала, что анфилада закончится видом на пеструю обувь. И вообще вся квартира сыграна на таких контрастах современного и старинного. Поэтому тоже важно, как из стальной спальни мы видим завершение шкафом старинным, набитым разной обувью. В спальне есть потрясающий мальчик. Он служит прикроватной тумбочкой, но изначально он служил подпоркой для колонны в каком-то готическом соборе. Нашла я его в витрине антикварного магазина в Анфлёре. Он ехал сюда с несколькими транспортными компаниями, и я его страшно ждала. Наверное, из всей посылки я ждала именно его. И, значит, прибывают 3 огромных коробки, я начинаю все распаковывать в одной мелочевку, в другой мелочевку, и тут я дохожу, что вот в этой сейчас будет мальчик, я ее распаковываю и вижу, что он обернут в какое-то одеяло, в которое поместил его антик-дилер, и он просто вдребезги разбит. И на протяжении месяца каждый день мы приходили с работы и собирали вот эти маленькие кусочки, как такой пазл, у нас было развлечение вечернее. Когда у нас еще не было этой квартиры, я думала, что вот когда у меня будет новая квартира, я на кухне установлю себе витрину, наполненную цветами. В общем-то, я готовлю довольно мало. Мне просто хотелось иметь такую микрооранжерею у себя дома. В итоге я не нашла никакой витрины для кухни, но нашла прекрасный шкаф для спальни, и мы его очень по-разному декорируем. Иногда там стоит ваза, плотно набитая полевыми цветами. Иногда там горит вывеска с надписью «Бессонница». И, в общем-то, я планирую устраивать там какие-нибудь обновления экспозиции.
современном мире кухня не является черной зоной, и она уже переходит в часть парадных пространств. Мы здесь часто собираемся с друзьями, мы здесь начинаем свой день за кофе, мы здесь заканчиваем свой день за бокалом вина. И поэтому мне нужно было какое-то хорошее решение двери черного хода. Обычно они всегда проектировались меньше, и мне нужно было как-то визуально вытянуть ее в высоту. И я придумала вот такое решение с металлическими панелями и выровняла по высоте вместе с окнами. Люстру мы нашли на блошином рынке Сен-Лоран в Париже, и на протяжении, наверное, месяцев 2 козьими тропами, поскольку сейчас осложнены все доставки в Россию, эта люстра до нас добралась. Вообще в этой люстре есть электропроводка, но чаще мы используем ее именно со свечами. Я большая поклонница свечей, и мне кажется, что они, конечно, создают необыкновенную атмосферу вечером. Как моя профессиональная ответственность, так и личная ответственность сохранять то, что было сделано до нас.